Всем привет, ребятки! Привет. Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик и Тарик. Это второй выпуск, где мы рассказываем о путешествии по рекам России на круизном теплоходе. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Мы все расскажем подробно, что, как, что, почему, что внутри есть, какие развлечения, какие экскурсии. В общем, погнали! И предались веселью. Все, ребят, кино сегодня больше не будет. Второй завтрак, третий день. С ним и сосиски, и котлеты, и картошка, и эти запеченные помидоры. С утра можно выпить шампанское. Лизончик собирается, сушит волосы. И мы сейчас уже пойдем. И как обычно с вечера приносим вот такую вот штуку. Здесь расписание на сегодняшний день полное. Прям с 6 утра до 23:15 все расписано, что нас ждет. Вот такой вид из нашей каюты. А прибыли мы, ребята, сейчас в Петрозаводск. Петрозаводск считается одним из самых зеленых городов России. Особенно он зеленый, когда на фоне такой сексуальный, красивый пупсончик танцует, вам передает привет. Ребята, прямо по курсу обнаружено дерево желаний. Из этого дерева виднеется ухо. К нему нужно подойти. Ну-ка, прошепчи одно желание. Давай, Лизон, прошепчи желание. Как вы думаете, ребят, что она загадала? Напишите в комментариях. Набережная зачетная. Вообще классная, чистая, аккуратная. Смотрите, как красиво, солнышко. Но больше всего меня поразила спортивная площадка. Целый такой комплекс с тренажерами. Вообще кайф. Раньше занимался, был вот таким чуваком с сиськами. С пресняком. А потом встретился с Лизой. Что сразу с Лизой? Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину... Тут допрыгнешь до тут. Что ты смешишься уже? Четыре. Вот если без рывков. С рывками-то можно вот так делать. 5. А, ребята, мышцы заболели. Короче, занимайтесь спортом. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Ой, боже, хвости хрустят, а. Подожди. Я думаю, хватит. Ну смотри, еще не все потеряно, да? Мы уже идем в сторону нашего теплохода. Написали там пост, что типа мы здесь в городе находимся. Кто хочет, приходите, встретимся. Вот Вадим подошел, наш подписчик. Все, ловите их, встречайтесь. Да, нас Они сложно крутые, поймать. Крутые ребята. Автомат из детства. Сейчас Лиза возьмет газировочки. 15, 25, 22 рубля. Он просто ядерно-зеленого цвета. Но вкусненький такой. А мы нашли себе тоже развлечение за 150 рублей. Пойдем посмотрим на город сверху, без квадрокоптера. Вот мы уже и на самом верху, и даже не успел моргнуть глазом. Оп, все, уже спускаемся вниз. А вон нас ждет наш круизный теплоход. А пока Лизончик спит, я вам зачитаю наш маршрут. В общем, Санкт-Петербург, Свирстрой, Петрозаводск, Кижи, Мандраги, Валаам и обратно в Санкт-Петербург. Часик шиванули, у нас был час отдыха и приплыли в следующее место. Оно называется Кижи, знаменитое место. На выходе даже время указано, сколько мы будем отправляться, чтобы люди не забыли. По поводу организации, опять же, мы вышли, да, и смотрите, все разбиты на группы. Вот у нас 1-6, там у кого-то 7-8, всех распределяют. Самый главный остров Кижи швартовался наш теплоход, и мы сейчас, получается, отправляемся вот сюда. Вот эту дорожку я заценил. Я думаю, мы сейчас выйдем и пойдем по каким-то тропинкам грязным. Вышли, здесь, смотрите, сделана такая дорога специальная. И дорога выложена такими деревянными длинными брусками. И вообще шикарно, идешь, не напрягаешься. Ребята, мы только что узнали, что мы говорили неправильно. Неправильно говорить Кижи, правильно говорить Кижи. Сорян. Жемчужиной Кижи является 22-главая Преображенская церковь, возведенная в 1714 году, и 10-главая Покровская церковь, построенная в 1764 году. Вокруг церквей расположены различные деревянные постройки, которые представляют интерес для всех. Это усадьбы, мельницы, кузни и бани. Кузни. Я опять кузни сказала. Кузни. В 1993 году музей Кижи является... В 1993 году?
Попсом пытается вам выдать полезную информацию, и ни черта не получается под палящим солнцем России. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКо. И вообще я горжусь, что в России есть такие красивые места. Мне здесь очень понравилось. Всем рекомендую, кто живет недалеко от Питера и вообще в северо-западном регионе, ну и остальной России, естественно, тоже обязательно здесь побывать. Очень красивые места. Аплодисменты. Все поаплодируем Лизе в комментариях. Ладошки, смайлики. Она справилась. Надо поле притоптать. Действительно красивая природа. Прям вот попадаешь сюда, и такое ощущение, что окунулся в какую-то древнюю Русь. Все вот это место мне понравилось. Такие лодочки стоят, такой причал. Сейчас просто с разбегу-то хочется занырнуть и искупаться. Вообще приезжать нужно отдыхать, потому что многие ребята, опа-на, и прямо на такой мини-яхточке, парусники, путешествуют. Флаг России развивается. Вообще красота, да? Посевная подходит к концу, и улыбка приходит к лицу. Сюда еще можно добраться вот на такой вот ракете, или как вам, метеор, как вам угодно называть ее. Можете там, кому интересно, поизучать, в гугле забить. Поле мы засеяли и предались веселью. Хотел вам только что показать квадрокоптера с воздуха, а действительно написано «Бесполетная зона, no drone zone». Ребята, я только что рисковал жизнью, летая на квадрокоптере, понимаете? Я жизнью рисковал ради вас. Такие красивые виды, понимаете? Ставьте лайк обязательно, потому что мало ли что могло случиться. Но я полетал, и все круто. На благо туризма России. Пусть он развивается. Короче, ребята, так мы решили путешествовать по России. И зимой тоже будем по России путешествовать. Мы уже затариваемся, готовимся к зиме, видите, все. Полный набор, шапка и шарф, 1100 рублей, да? А вообще реально прям вот приятно за наше производство сувениров. Все сделано от души, красивые. Своё. Да, обычно вот даже в Азии мы когда были где-нибудь вот на Шри-Ланке, и мы все время жаловались, что-то ничего красивого нет, да? Ну, потому что там в основном все из Китая, вообще во всей Азии, Да, все да. сувениры с Китая вообще везде, даже в Дубае. Здесь Все реально, сувениры с Китая, здесь как бы всё есть, своё. здесь есть заводская, но в основном все ручная работа и все очень красивое. А сейчас мы закупим вам открыточек, и если вы не знаете, то мы в нашей группе ВКонтакте все время проводим конкурсы. Заходите в группу, подписывайтесь, делайте репосты выпусков, и в конце каждого месяца, или в конце сезона мы разыгрываем рандомно и отсылаем вам открытки. Вот такие еще магнитики очень крутые, смотрите, стоят 200 рублей. На спилах, получается, сделаны магнитики, классно тоже. Смотрите, какой кубик прикольный. С утра таки встаете, идти на работу или нет, кидаете? Скорее нет, чем да. Или кидаете? Нет. Или кидаете? Да. Или, что-то еще есть, отложить до завтра. В общем, у нас уже начинается закат и, собственно говоря, ужин. Вот такая красота. Вода чистая, гладь, еще такая красотища. Я, на самом деле, если по-другому все представлял, думал, погода будет какая-то ужасная, значит, нечего будет смотреть, а плывем, и каждый день такие красивые места, просто голову сносит вообще, нереально круто. Сейчас такая, видите, палуба вся пустая, все потому что уже на ужине, пойдем. Как обычно, салатик уже лежит приготовленный. У меня запеченное мясо под сырным суфле с капустой тушеной в сметанном соусе. А у меня вот такой горшочек, там куча овощей, овощное рагу такое. На ужин еще помимо обычного чая можно взять себе фито-чай. Есть общеукрепляющий, успокоительный, сердечный, разные виды чая. Вообще мы всегда ужинаем, обедаем с потрясающим видом. Я первый день на самом деле не наелся, а потом вот второй день, третий день я понял, что на самом деле это хорошо, потому что когда шведский стол,
Ты обжираешься, не знаешь меры, и за 7 дней тебя просто разносит, и ты превращаешься в огромного колобка. Здесь я понял, что все-таки клево, когда на завтрак шведский стол, ты наелся прям по полной программе и пошел гулять с полной сил. А вот уже обед и ужин уже все порциями выдается, то есть первое, второе, третье. Мне кажется, это вообще офигенно. Не знаю, я вообще очень сильно наедаюсь, и даже некоторые порции Виталику отдаю доедать. Сейчас Лиза монтирует для вас сторис в Инстаграм. Лиза занимается у нас Инстаграмом, я занимаюсь Ютубом, вот Лиза для вас все делает. Поэтому, если у вас, ребята, до сих пор каким-то вообще образом нет в нашем Инстаграме, обязательно в него заходите, ссылочка в описании есть. Там и фотки в реальном времени выходят, и сторис в реальном времени, прям вот день-день. На Ютубе на задержка, поэтому кому задержка не нравится, добро пожаловать в Инстаграм и в нашу группу ВКонтакте. Здесь такое козырное место, смотрите, прямо почти на носу нашего теплохода. Так сидишь на стульчиках и наслаждаешься. Так, ребята, наш 4-й день путешествия, мы приплыли в следующее место. Называется оно Мандраги. Семейный отдых. Нам вот выдали такие брошюрки. Получается, смотрите, это такой вот остров огромный, да? Здесь огромное количество всего. Наш теплоход остается, как обычно. У нас здесь целых 4 часа. Программа здесь настолько насыщенная, что вы будете вырубаться просто без задних ног. И для каждого желающего можно организовать экскурсию. И мы, собственно, взяли экскурсию, которая сколько стоит у нас? 350 рублей на человека, включенную дегустацию в музее водки. Отлично, да? Маленький лайфхак, только никому не говорите, экскурсию можно не брать, но... Такой нельзя. Лиза передумала говорить вам о лайфхак, но вы можете написать в комментариях свои догадки, нам будет очень интересно почитать, почему же экскурсию можно не брать. Первое место, куда мы пришли, находится прямо рядом с нашим теплоходом, называется Старая деревня. Прям как у нас станция метро в Питере. И всем вот этим домам более 100 лет. И все они вот так сохранились, представляете? Все из дерева. Но больше всего меня поражает мастерство наших русских людей, которые делают просто невероятные вещи своими собственными руками. И, конечно, дорогого стоит. Просто вот реально мастера от души. Самая крутая сувенирная продукция, которую я когда-либо видел, путешествия по разным странам и городам. В этой большой идет, потом вот это, потом в ней вот это и так далее. 14 тысяч стоит. Чисто ручная работа. И я сейчас вам покажу цену. Смотрите, поворачиваем. 18 тысяч рублей. Кто готов купить? Это нужно спрашивать разрешение, прежде Почему? чем снимаете. А вот так обычно культурные люди себя ведут. В каждой избе сейчас сделан магазин, который направлен на разную тематику. Есть изделия из стекла, есть войлок, есть шерсть, есть керамика. То есть каждый... И все делать своими руками. Это просто потрясающе. И также есть комнаты, где представлен, как это сказать, старый уклад жизни, да, как здесь было раньше. Ну и вообще дома очень старые, это прям видно. Как инструмент называется еще раз? Колесная лира. По песку, да, течет речка по песку через матушку Москву к нам. Это вообще ручная работа, да? Работа. То есть вот такая лира 150 тысяч и за 72 тысячи. Ну, красота вообще. Первый раз такой инструмент вижу. Ну, это штучный товар. Вообще ради эксперимента это повесил. Я обычно заказ делаю всегда. Следующая мастерская – это мастерская, где из живых цветов делают разные украшения и картины. Смотрится очень красиво, посмотрите на сережки, это просто произведение искусства. В каждой сережечке находятся живые цветы, специально обработанные и закатанные в них. Вот, например, серьги, 1800 рублей, и там находятся живые цветочки, да? Вот так производятся серьги. Начинается, да. На самом деле делать его порядка 2 недель. То есть понятно, что все я это буду вышкуривать, выпиливать и постепенно наращивать стекло после того, как изготовлю уже композицию. То есть это бортики, сверху заливается смола, да? бортики, да? Я на них делаю композицию, то есть еще у меня слой эпоксида, по которой я делаю композицию, потом я обрезаю это все, у меня остается заготовка, которую я начинаю обрабатывать. Потом снова. Но самый ходовой товар здесь это вот такие вот мышки на монетах, и человек, который их изобретает, делает,
назвали «Мышиный король». Причем считается, что если такую мышку положить себе в кошелек, то она принесет богатство, естественно, много денег. И я хочу купить себе, маме. Причем недорого стоит сока такая вот. Ну, от 100 рублей. Ребята, позади меня находится самый большой валенок в мире, занесен в книгу рекордов Гиннесса. И сделан из настоящей овечьей шерсти. Как вы думаете, какому зданию отвели самый большой размер? Конечно же, это музей водки. В эту экскурсию включена дегустация. Человек, который не пьет водки, радуется, по-моему, больше всей этой группы. А на входе в музей водки стоит вот такой вот мишка, мишка. Здесь написано: мы в ответе за тех, кого напоили. Слушай, это настоящий медведь. Ну, это его, наверное, скорее всего, чучело. Выпотрошили и снутри всего напихали, и вот такой получился медвежонок. Лапа настоящий, да? Да, настоящий, смотри, вот. Каким такие эти брюха распорят? Разрезан он, видишь? Ага, жесть. Ребятки, вы сейчас обалдеете. Заходим в музей водки. Воу, вот эта стена, да? Все виды существующей водки. Ребят, внимание, мы тут встретили подписчика, зрителя. Как я вам говорила, что в билет включена дегустация. Можно попробовать не только водку. Я попросила вот 20, смотрите, градусов алкоголя, настойка сладкая, северная морожка. Наливают от души. Ты куда мне столько? Как видите, желающих попробовать водочку хоть отбавляй. Здесь находится 2500 бутылок. Вот они все. Понимаете, 2500 бутылок. И такая красивая вообще сделала композиция, подсвечено все, очень круто. И эта коллекция создавалась 21 год. У нас получилось 1350 рублей. Взяли себе вот доктор Аугуст, северная морожка и северная клюква. Это вообще крепкий алкоголь не пил. На 20 градусов как бы, как вино, да? О, вообще ништяк. Нет. Компотик такой алкогольный. Очень вкусно. Попробовали. Очень Хорошее, да? ощущение прекрасное. Во-первых, спирт люкс используется везде. Это значит достаточно высокая очистка с точки зрения химической. Во-вторых, вот товарищ улыбается. Он не просто улыбается. Все, так сказать, импонирует. Даже огурцы, неизвестно откуда извлеченные, и то они воспринимаются как ого-го какие, да. Ого-го, огурцы, да? А вообще вы тоже с теплохода? Да, мы с вами. Ой, ничего себе! Вот это поворот. Пробуйте, сколько хотите, Как да. вообще вам, расскажите, вот впечатление на теплоходе? То, что мы сейчас ощущаем, прекрасное, прекрасное, удобное. Хотим, мы взяли карту, там вот на ресепшн купили карту, хотим сыну своему порекомендовать и зятю. Вот. Они такие люди, Италия, Испания, там. Понятно, Вот, мы молодежь. хотим их утянуть немножко вот в Россию, север и прочее. Видите, очень выгодно иметь подписчика бармена здесь. В музее водки. Много не пейте, закусывайте. Водку надо закусывать. Это точно не для меня. Увидимся на теплоходе. Все, ребят, кино сегодня больше не будет. Давайте, Вася, увидимся завтра. А это кадр уже после. Лиза вышла из музея с водкой. Та же самая надпись, тот же самый медвежонок. Ну, в ответе за тех, кого напоили. Вообще, Это наш шут. самый лучший музей в моей жизни. Это значит сыграть на камеру, на самом деле. Да ладно. Ну и нормальные. Все в музее. Вот. Идем гулять дальше. Мы тут уселись в карету с лошадкой. Стоит 200 рублей с человека. Сейчас сделаем кружок. Мы уже пешком прошлись, теперь хотим прокатиться. До войны здесь была деревня Верхние Мандраги. Во время войны это все разбили, и здесь больше ничего не существовало. Наш непосредственный начальник Сергей Гуцай, когда здесь ездил на охоту, на рыбалку, увидел эти земли и взял на много-много лет в аренду. И в 1996 году создал здесь туристический комплекс Верхние Мандраги, деревянное зодчество. Такая дорога была в 19 веке. Пока от Санкт-Петербурга до Москвы доезжали на лошадях, независимо на карете или на телеге, заменялось 18 пар колес.
вообще супер ребята, обязательно катайтесь, все рассказывают, показывают, где что находится, рассказывают историю. Сегодня у нас ужин не на борту нашего теплохода, нам дали вот такие вот купончики. И у нас сегодня так называемый пикник и курица из печи. В общем, здесь набираются салатики, огромное количество людей. Посмотрите на эту огромную телегу с мясом. Здесь курица, шашлыки, мясо. Заверните мне с собой, да? Все, это домой. У нас вот такая вот красотуля, посмотрите. Курочка, пол курочки у всех. Еще шашлычок дается. Еще у нас вот по такому пирожку. А эти пирожки мы взяли в номер, и сейчас будем с чаечком лопать, да? Как раз перед ужином самое то. Помимо развлечений с баянами, когда всех развлекают, еще есть рукодельные кружки. Может, что-то интересное смастерить. Так что, если у вас есть дети, то, я думаю, здесь им будет чем заняться. Для взрослых это тоже подходит. То есть взрослые, видите, тоже сидят, что делают, помогают детишкам. Мы сейчас заходим в шлюз, мы уже штук 5 их прошли. До этого я их не показывал, потому что что-то мы то спали, то где-то были. В общем, вот заходим в шлюз. То есть в чем фишка? С той стороны один уровень воды. С этой стороны, о, лизончик вышел, с этой стороны другой уровень воды. То есть здесь воды с этой стороны гораздо больше, чем с той стороны, где ее гораздо меньше. Тут же стоит еще гидроэлектростанция, и чтобы нам с высокого уровня воды спуститься на маленький уровень воды и не слететь с водопада, здесь сделаны шлюзы. То есть мы сейчас заезжаем в шлюз, ворота там закрыты, там ворота закрываются, и вода опускается на уровень вот этой стороны. И мы спокойненько вплываем. Вон столько людей приходит посмотреть, как работает система шлюза. Вот там, где вот эта мокрая метка, изначально был уровень воды, и мы уже опустились, получается, метра, наверное, на 3. Буквально 10 минут назад мы были вон на том уровне, причем мы были выше этого бетонного забора. Все, ворота открываются, мы уплываем дальше. Погнали, посмотрим, что у нас сегодня на ужин. Первое — это картофельный салат с жареной свининой, вино, как обычно. У меня печень жареная с луком фри и картофельно-морковным пюре. У меня картофель жареный с грибочками. Ну и яблочный штрудель у нас на десерт. На этом все, ребятки. Лайкосик заряжайте, пишите комментарии обязательно, напишите, плавали ли вы, нам будет очень интересно почитать нашим зрителям. Вы, может, кому-то поможете отправиться в путешествие, потому что кто-то, может, боится. Нам лично понравилось, и мы с вами прощаемся. До встречи в следующем выпуске из нашего круиза, потому что это только начало. Пока!